AnySwap будет добавлен на криптобирже Binance. И здесь есть один нюанс. Посмотрите, у нас на канале есть много плейлистов с листингами валют. И те ребята, которые думают, что можно заработать там эти 10 тысяч процентов, которые дает там с 0,02 до там 10 долларов возрастает, и они думают, что они могут первые минуты после листинга также заработать, очень сильно вы ошибаетесь. Посмотрите плейлисты, и вы будете понимать лучше, что происходит в первые минуты. И волатильность тоже очень огромная. Также я вам говорил про валюту, которая вчера очень сильно выросла. Это валюта, сейчас я ее найду. Так, вот, GXS. Я вам рассказал, что многие сейчас вообще, когда теряют бдительность, ребята, когда вы теряете бдительность, все хана. То есть она выросла больше, она, по-моему, на 500% за вообще короткий период, и тут вас вообще ослепило, вы думаете, блин, все, надо заходить, я дурачок, здесь не зашел, вот надо здесь заходить. Я сказал, что, ребята, вечного роста нету, бесконечного роста нету. Типа, как на примере с шип, вы можете прогореть, и очень опасно заходить в такие крипты. Я вам отметил район коррекции 71% и район коррекции 46%. Вот выделил специально такой пунктирной линии 2,61. И буквально вот утром я обновил информацию, и как раз вот крипта упала почти практически до 2,61. Это первая такая вот коррекция большая. 2, вот представьте, это 46% от минус депозита. Это очень много. Эта криптовалюта торгуется только на Binance. И если мы в нее зайдем, то вот видите, первое касание этой криптовалюты как раз на уровне, который я вам ответил, потому что здесь скопление больших покупок и продаж. Вот мы здесь несколько раз ударились, да, идет откат, цены, то есть откат, рост, восстановление цены, но если мы уже идем в таком нисходящем канале, сейчас я вам покажу, вот, вы тоже так должны чертить. Примерно, да, начертили, вы уже понимаете, это нисходящий канал. Любое, понятно, движение за нисходящий канал, вот если мы пробьем верхнюю границу нисходящего канала, и здесь мы зафиксируемся, здесь нам надо тоже нарисовать первый низ, вверх криптовалюты, где она торговалась, ТХ криптовалюты, и смотреть за отработкой уровней. Так вот, если мы пойдем вверх сейчас и пробьем, вот у нас есть скопление покупок-продаж в этом уровне, если мы здесь пробьем и пойдем выше, есть вариант пойти еще выше. Но на каждом из вот этих уровней есть есть полная, как это правильно сказать, в общем, с этого уровня, если даже цена пойдет сюда, мы можем откатиться все равно вниз и пойти уже в более глобальном нисходящем канале. Если мы смотрим на этот памп, то он очень быстрый. Когда вы видите такой быстрый подъем, поверьте, люди не хотят отдавать свои деньги. Они специально вас заманивают вот в эти проценты, потому что понимают, что все люди, которые не понимают графики, они видят только процент, они говорят, а нафиг нам 2-3% в день зарабатывать, если мы вот видите 762, это с $1000 мы там 7000 долларов получим. 7-8 тысяч, и все. Но они жадные, правильно? Все жадные, когда теряют бдительность, и они начинают вкладывать все больше и больше, и думают, что, боже мой, мы сейчас машину там заработаем, и потом их бреют. Если они здесь заходят, их вот из там 10 тысяч, уже 5000 у вас нет. И что делать в этом случае? Очень сложно вам посоветовать что-либо, потому что коррекция обычно, как посмотрите, криптовалюта, когда она тоже выросла на 900%. Что с ней сейчас? Давайте смотреть. Понимаете, все у нас есть в истории. Меня не ликвиднул компьютер, так. UAPT. Вот у нас, посмотрели, кстати, в этой приложении, которое я работаю, есть ссылки в описании под видео, заходите, регистрируйтесь и используйте все возможности. Вот, по-моему, я в споте чертил. Ага, да. Вот, она выросла на колоссальные тоже проценты, 850%. Вот, и упала на 67%. То есть были восстановления криптовалюты, но вот смотрите, на данный момент, вот среднескользящие, вот пришли минус 76%. И люди, которые зашли здесь, они спрашивают, что нам делать. Реально надо было, как вы только видите, что вот уже цена все падает вниз, надо выходить. Да, у вас будут минимальные потери. Первое, второе, не нужно заходить на всю котлету, как говорят, потому что когда вы все вложите в одну крипту, все, у вас риски возрастают. Если бы вы вкладывали там $100, и тут
тут бы $100, если бы она выросла. Но, как вы видите, из $100, там, допустим, у вас бы уже какой-то минус был, и вы бы вышли, и все. Всегда ставьте небольшую маржу. И вот, и хорошо, если эти криптовалюты, она, кстати, торговалась на споте, и ее не было на фьючерсах. И хорошо, когда эти криптовалюты нет на фьючерсах, и вас просто оберегает, чтобы не поставить X50 или X25 и на там, $10 000, и все, и вы слили. Вас ликвиднуло. Если на споте вас там не ликвиднет, вы там зашли здесь и там на год стали инвестором, там, или на 2 года, пока она там не вырастет опять, когда не будет разворота. Но, тем не менее, понятна логика, и то, что мы вам показываем в закрытом канале, мы, конечно же, и дублировали в начале в открытом канале эти все ну, не все, а большинство таких советов, но информации просто много, и мы думаем, что в принципе информацию можно структурировать для вас и показать, вот, чтобы вы обратили внимание. И опять-таки, когда бесплатно вы получаете информацию, вот я сказал свое видение по биткоину вот давно, очень давно, вот нарисовал, начертил, все показал, и в итоге мы пришли к тому, что я и говорил. То есть, но многие говорят, а зачем нам биткоин, ребята? Зачем нам понимать, где находится биткоин? Нам дайте вот такие криптовалюты, как а такие криптовалюты, как, как GXS, или такие, как GTX, или GTXC, которые торгуются на многих биржах. Давайте посмотрим. Он тоже вырос вчера очень сильно. И такая же ситуация, такая же картина. 400, даже больше тут процентов. 580%, и уже минус 60%, он даже больше упал. Вот вы видите уровни, где большая была проторговка, и чем, понятно, мы истории больше включаем, тем видим выше уровень покупок-продаж. Вот понятно, что он может в 0.22 в конечном итоге. Отсюда это будет означать, это 83 вполне возможно. Криптовалюта после того, как выросла, там понтанули, они и 88 может процентов падать. Но она будет высасывать у вас все силы вот так вот медленно. Она может пампиться, вы там можете опять влазить в эту криптовалюту. Ну, вот. Но вы всегда должны понимать, что вот в этих криптовалютах не всегда работает теханализ. Это раз. Потому что когда и здесь, вот вы видите, какая-то проторговка тут в районе одной свечи, там 1,6%. И самое интересное, что заработать-то можно на этих криптовалютах, когда вы покупаете ее, когда она скорректировалась. Вот смысл в том, чтобы вот она упала на 71%, можно покупать где-то там, и то на споте. Упала вот на 74%, потом раз, выросла, смотрите, выросла на минуточку на 650%, это не первый рост у нее такой. Потом, давайте, еще раз упала она на 66%, потом выросла на 390. То есть ее целенаправленно несколько, наверное, групп людей или одна группа людей целенаправленно вот так вот пампит. И вы видите, несколько недель она растет очень прилично. И потом очень-очень прилично падает на 79%. И вот, пожалуйста, и опять повторяется у нас тут 720%, и вот, пожалуйста, может 77, быть может вот здесь вот остановиться на 59%, вот как раз оно почти дошло, но вот 76, 80%, вот, пожалуйста, мы можем еще прийти. Вот уровень поддержки этой криптовалюты на уровне 0.21, здесь может быть какая-то проторговка, и понятно, в дальнейшем, посмотрите периоды, где криптовалюта, сколько она падала времени и сколько она поднималась. Выводите статистику. И вот самые покупки большие, вот больше, чем везде было покупок, это именно 29 ноября. Вот недельный таймфрейм, вот дневной, 2 декабря. То есть самый большой объем вообще в этой криптовалюте. Что говорится, помпанули, собрали деньги и ушли, а вы остались с минусом. Вот есть еще криптовалюта NUS, мы вчера там говорили про ту криптовалюту, которая пампят, и смотрите, со 2 декабря она выросла на 337% и уже и скорректировалась на 77%. Как вы думаете, из $1000, если отнять 70%, сколько у вас останется? Всего лишь $300. И в этом и нюанс, что нужно соблюдать риски. Еще раз повторяюсь, как только вы видите больше, чем там на споте, больше, чем там 5% уже минуса, ну реально нужно задуматься о том, чтобы уже предпринимать. Особенно, когда вы видите, что биткоин идет в нисходящем канале, и у него нижняя граница еще она не дошла по ценовой, то какие могут быть вообще мысли? Вот все, что пампится, все потом сливается. Смотрите историю криптовалют. Итак, мы сегодня с вами поговорили про биткоин, показали вам закрытый канал, в который вы можете зайти,
Повторюсь, это не сигнальный канал, но там есть опыт, и для новичков этот опыт принять, я думаю, что будет очень полезно и сохранить свой депозит. Все проблемы начинаются на фьючерсах у вас, все проблемы. Ну и также на споте, если чуть подкорректировать, то вас никогда не ликвиднет, и вы сможете в конечном итоге там, через год, окей, все, там $1000, допустим, заморозили, и раз уже на то пошло, если 79% уже минус, ну куда уже выходить, правильно? Вот, можно только докупать, и правильно докупать, мы там есть методика правильного докупания цены внизу. Она очень простая на самом деле. Вот 19-20%, то есть я делаю очень простую методику докупания. Если вы здесь вот потеряли якобы 70% от депозита, но вы тогда должны зайти здесь не на $1000, потому что если вы зашли здесь на $1000, у меня там методика примерно 4х. То есть вы должны раз умножить, 2, 3, 4. Вот 16 тысяч. То есть если вы здесь на 1000 зашли, и вы хотите вот здесь вот где-то выйти в безубыток хотя бы, вы должны здесь примерно вот на низу докупить на $16 000. А это очень большие деньги. Поэтому, понятно, если у вас есть большие деньги, там $100 000, то $1000 для вас это как раз очень мало. Но есть люди, у которых нету там $10 000, или у них там всего $1000 или 500, и заходить здесь на 500 на все деньги, это глупо. Тогда вы становитесь инвесторами, потому что, ну, если вы отдаете все, вот здесь вы ходите, это уже все, это такое себе дело. Поэтому, если вы заходили бы здесь на $100, это было бы нормально, вот $100, тогда у вас надо было, ну, где-то 1600 купить, чтобы выйти в безубыток. Вы понимаете, да, как работает, как усреднение безубыточности. Здесь вы зашли на 100, цена упала до минус 70%. Вы докупили, допустим, в половину, то есть, или 100%, да, 100 здесь зашли, еще докупили на 100. Значит, у вас как бы x2. Вы усреднились, и у вас безубыток уже где-то посередине, между этой ценой и этой ценой, да, посередине. Если вы еще раз докупили наполовину, то есть у вас 200, надо тогда вот здесь вот сразу докупить на 200, тогда в таком случае у вас безубыток еще раз смещается наполовину, и у вас уже маржа не 100, а 400. И здесь вы должны еще раз на 400 докупиться, то есть вот здесь вот на 400, да, сразу. И тогда у вас переходит 400-400, 800, безубыточность где-то здесь. Вы уже вот в этом уровне становитесь в безубытке, и вот в каждый плюс, отсюда каждый плюс процентом 3%, у вас $800, плюс 3 там, и 5%, у вас уже $28 заработка на споте. Понимаете, да? И вы таким образом можете выйти в плюс. Но когда вы здесь заходите на, я же говорю, на $10 000, или, ну, давайте посчитаем, нереально, $10 000, тогда вам нужно раз усредниться, два, как мы говорили, 3 и 4. И зайти вот здесь вот вы должны тогда были докупить на 160 000, чтобы получить уже тут безубыток. Но это большие деньги, и не все новички обладают такими деньгами, и это значит, что когда вы заходите на всю котлету, это сразу проигрыш. У вас нет возможности сделать какие-либо манипуляции с ценой. Нету варианта выйти в плюс. И вы начинаете становиться инвестором. Или же выходите с минусом там 30%, если вовремя выйдете. И тогда вы уже сможете хоть как-то, но потом уже откупить. И вот, допустим, цена ж не может постоянно падать, да, вот 21% вы заходите на $1000, допустим, если у вас баланс, понятно, больше, чем $1000, и у вас уже есть 21%, это $210. И таким образом вы можете уже отбивать деньги. Вот, понятно, что если вы на 100, понимаете, потерять деньги очень легко, заработать их очень трудно, потому что все психология. Вы можете выждать большой минус, потому что он уже минус, а вот когда у вас плюс там $50 или $100 вы видите, и вы видите его, этот плюс, вы уже боитесь его потерять, и вы сразу выходите. В этом и фишка. Вот это все, что вы видите перед собой, это все эмоции, это все эмоции человека. Вот это то, что вы видели по биткоину. Давайте в чистый график зайдем. Вот это то, что вы видели по биткоину, это все эмоции, и это стопы, это срабатывание стопов и сквизы такие большие, потому что многие заходят с большими плечами, новички хотят тут сразу и быстро заработать. Они зашли, и их ликвиднуло раз, и тут оно тянется один за другим. Раз, два, три, четыре, пять. А те, кто открывает шорт, мастодонты, которые обладают большими деньгами, они управляют этим всем рынком. И они пользуются вот этой ситуацией. Потом еще, вот здесь еще ликвиднуло многих. Никто же не знал, да, что на 42. Предположения были, но если бы у вас стоял правильно стоп-лосс, тогда бы вы вышли победителем в этой ситуации. А сейчас либо вы ликвиднулись, либо у вас большие
минуса. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео было полезно для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу по ссылке в описании будут полезные приложения. И заходите в телеграм-канал, заходите в закрытый клуб. И всем спасибо, всем профита. Всем пока.